Здравствуйте. Сегодня с Рамилем Камаевым, руководителем компании «Концепция здоровья», ответственным за производственный процесс, мы поговорим о том, как происходит формирование продукции и как получается такой чудесный продукт, который оздоравливает всех в Российской Федерации и даже за ее пределами. Я абсолютно точно знаю, что этот продукт работает. Но расскажи мне, пожалуйста, тот продукт, который вы выпускаете, ведь это сугубо растительное, природное, по крайней мере, сырье. Я права? Ну да. То есть мы знаем, как живет растение, как его вырастить, чем его кормить, чтобы полезные вещества там были. Вот как их оттуда достать в полном объеме. Да, вот многие, на примере черного тмина всем объясняю. Вот черный тмин. Семена сыплются в пресс, под пресс, домкратом создают давление 50 тонн, больше не нужно, оно и так все выкачивает. Всю околоклеточную жидкость. То есть это и есть масло черного тмина прямого отжима, самое лучшее. Но, как вы знаете из нутрициологии, что мембрана клетки не пропускает из околоклеточной жидкости токсины, Ну да, старается этого не делать. аллергены. Да. Так вот, мы это все отжали и убрали. У нас осталась мука, мягко говоря, сухая. И далее мы создаем атмосферное давление. То есть клетка может сжаться только под атмосферным давлением. То есть вы, получается, давлением как бы раскачиваете Сверхкритическое растительную клетку. от 80 до 360 давления сводим в ноль. То есть клетка сжалась, разжалась, и так много раз то она есть вы- лопается. понятно. И уже смесью инертных газов то или иное вещество, которое нам нужно, мы осаждаем. то Там есть на целый воду это производственный получается процесс. водомасляная эмульсия, либо на какой-нибудь носитель. Ну, в данном случае мы используем мальтодекстрин или декстрозу. Можем посадить, вот Марина Николаевна нас надоумила, триголоза, архат. Сейчас будем менять немножко. Ну, это действительно в отдельных случаях требуется замена сахаров на те сахара, которые неинтересны дрожжам. Это отдельная тема, о которой мы с вами неоднократно говорили, еще поговорим. Мне интересно вот что. Вы берете растительное сырье какое-то совершенно уникальное. Где вы его берете? Оно настолько хорошо работает. Я никогда не думала, что растительные купажи могут быть настолько эффективными. Давайте так поговорим. Наши ученые, да, их вот в послевоенные годы учились, создавали эти станки, придумывали, целину осваивали, да. Это же все было не просто так. Нам нужно было обогнать, перегнать Америку и так далее. Вот наши ученые в этом всем участвовали. Да, ну, и как я иногда шучу, мне бы такого спонсора, как госбюджет. Абсолютно верно. Да, и то есть там вот все, что нужно, да, все знания, они получены, ну, как вот Советский Союз, единый орган. Там у нас выращивают одно, там другое, там третье, море, океан, четвертое и так далее. Вот, и мы, так как знаем, где все это, просто оттуда все это и получаем. То есть, по сути, такое стечение обстоятельств, что в ваши руки попали совершенно неоценимые сведения, данные, знания, которые аккумулировались, наверное, на протяжении многих десятков лет. Тысяч, я бы сказал. Вот так. То есть, да, у меня друг в производстве, который, ну вот мы с ним познакомились 20-летними парнями еще, дружили, и вот он тогда еще изучал геронтологию, ездил по всяким монастырям, собирал всякие рецепты, узнавал, Ой, как как это правильно, близко. как неправильно, Как мне это откуда что нравится. взять. Да. Добавьте слезу луны, он сидел, разбирался, что такое слеза луны. Оказалось, там где-то роса на полнолуние. Слушайте, В общем, мне да. это так близко, потому что я Целый сама очень люблю Вот. коллекционировать вот такие рецепты. И древняя медицина, поверьте мне, рулит. Он аюрведу тоже все знает. И здесь вот он столкнулся, когда нужно было достать то или иное вещество, с тем, что ну, техники не хватает. Здесь он и познакомился с учеными. То есть я говорю, наши ученые, это не мы их выращивали. Мы с ними познакомились, у них уже много разработок. К сожалению, после развала Советского Союза там половина этих разработок где-то пылится, и до них еще далеко дойти до них. Но я очень надеюсь, что мы их откроем и явим миру, потому что на самом деле, когда я познакомилась первый раз с концепцией здоровья, тогда еще называлась компания «Живой продукт»,
я любое растительное сырье-то знаю, да, и я не ожидал такого эффекта от простых растительных купажей. И когда я поняла, что, собственно, сердце растения, да, оно добыто, да, вскрыто для нас, для нашей пользы, и отдает растению все самое полезное, причем так, что наша клетка это воспринимает, я решила познакомиться с этой компанией потеснее. И вот, когда Рамиль мне рассказывал первый раз по производству, меня поразило, насколько все просто. Ведь на самом деле все технологии всегда были. Мы просто их, может быть, не использовали. И вот концепция здоровья, слава богу, ребята, что вы добрались до этой информации, и что мы можем своим клиентам, своим пациентам дать такой шикарный, природный и безопасный продукт, который реально работает. У вас наверняка есть какие-то новые разработки, я так понимаю, потому что... У нас их более 200, 200. но у нас нет спонсора, и мы не берем никого. Мы за свой собственный счет и делаем все. На данный момент около 40 только выпущено. То есть Вот. есть еще порох пороховницев. Мы начали в пандемию, все закрывались в пандемию, мы открылись. Это было очень нелегко, но тем не менее. Вот То есть в сейчас вашей пойдем. компании как концепция здоровья живому продукту года 3? Да. Потому что я на самом деле всегда мониторила рынок, и я знаю рынок и БАДов, и растительных, там, скажем, препаратов, и для меня было, как бы сказать, интересным, да, познакомиться с новой компанией. Но они поразили меня с первого же дня. Буквально с первого же дня. Так получилось, что вы меня вытащили из довольно серьезной проблемы, когда я заболела ковид. И, собственно, я уже для себя присматривала некие схемы и протоколы. Мне не понадобились никакие схемы и протоколы. По сути, первый ковид я пережила именно на продукции концепции здоровья. Но это на удивление было нами открыто. В 2019 году мы выпустили функциональный комплекс с меланином. Это вытяжка аминокислот из моллюсков и ракообразных глубоководных антарктических. То есть на очень большой глубине, это 5000-7000 метров, живут эти вот моллюски. А температура там 4 градуса, то есть давление большое и холодно. И они там выживают, то есть у них скорость реакции, скорость передачи импульса, вообще все очень большая. И это аминокислоты. Да? Чистые аминокислоты, то есть да, не и пептиды, мы не аминокислоты. думали им какой-то ковид лечить, просто так получилось в течение обстоятельств, что в начале декабря мы его выпустили, и где-то в середине декабря Он уже пригодился, да? я проходил, я был в Санкт-Петербурге, иду здоровый, как говорится, нормальный. Понятно, что там все время так, питерская погода, она влажная, что, может быть, нос и заложит, и сопелька пойдет. И тут я парк прохожу в этом состоянии, понимаю, что в конце парка я уже не могу ногой двинуть, то есть очень тяжело идти. Я думаю, сесть бы в сугроб и не вставать бы с него. То есть как будто силу какая-то нечисть высосала прям. Я думаю, что-то непонятное. До дома 50 метров, как на силе воли я дошел до дома, а я свое здоровье знаю прекрасно. Когда я заболел, я знаю точно, что вот это на неделю лёжка. Вот, супруге говорю, никуда не пойду, все, я заболел, на меня что-то напало, пока не знаю что, утром будем смотреть. Когда это все уже расцветет и запахнет. Вот она улыбнулась, вскрыла пачечку эту, ложечку, там 3 чайной ложечки порции, она мне чайную ложечку с горочкой под язык насыпала. Вот, перед сном я еще раз так сделал, еще бальзамчиком нашим смазался. Вот, проснулся в 2 часа ночи от жуткого кашля. Прям задыхаюсь, не могу откашлять. То есть идет эвакуация. Я откашлял, такое ощущение мокроты, там было, как будто я болею, я не знаю, воспалением легких уже месяц. Прям откашливал. Вот опять ложечку меланина, лег спать, утром то же самое повторилось, но я осознал, что я могу встать и идти. Но утром я, когда завтракал, я не понял, соль это или сахар. То есть тогда мы еще, собственно, и не знали, да, что это вообще такое. В 2019 году и что такое симптомы ковида никто не знал, я тоже не знал. Я не смог отличить, я пробую и думаю, соль это или сахар. То есть, я на запахи не обращал внимания, но вот по вкусу я не понял. Вот, еще ложечку и пошел на работу в
в офис с сотрудником, чтобы не спалиться, что болею. Бальзамчиком носик так вот промазал вовнутрь. Но никто не заболел. Раза 4 вставал, выходил, когда насморк начинался, в туалет, чтобы быстро намазаться. У меня ни один из сотрудников не заболел. Вот. Ну и так как пачку мы вскрыли, я ее допил. Она на 50 дней курсом, я ее выпил приблизительно за месяц. А у меня на тот момент диагноз стоял трахеобронхит хронический. То есть, когда начинается насморк или что-то, это действительно Переходит либо в легком бронхиты. виде на неделю насморк, либо я прям в лёжку недельку это. Зимой 3 раза, осенью 3 раза, весной пару раз и летом умудрял. Вот я 2 года не болел после этой пачки меланина. Вообще просто отметил, что я просто перестал болеть. Что-нибудь еще употреблял тогда вот из продуктов? Смесь корней и смесь корней. меланин, все. Мне очень понравилась смесь корней сока корней ячменя и пшеницы, потому что я всегда ищу некие комплексы, которыми можно заменить аптечные витамины, честно вам скажу, и микроэлементы. Потому что это всегда разные капсулы, монопрепараты, это все и снова в капсулу, снова с какими-то консервантами и так дальше. Я это не люблю. И мне очень улыбнулась мысль, что можно же взять самое святое, да, из растения, с учетом его состава витаминного и микроэлементного. И все это употреблять прямо передавая клетки. Действительно, смесь сока корней ячменя и пшеницы – вещь какая-то совершенно удивительная. Во-первых, это еда. То есть это не лекарство. Это, по сути, даже не БАД. То есть это еда. Про смесь корней следующее скажу. Мы его в марте месяце 2019 году выпустили. И стали пить. Да, то есть там еще был сок, там был. Из ростков, но вы же сами сок еще и из выращивали, корней. насколько я помню. Сок из ростков, сок из корней. А в сентябре месяце мы его сублимировали. Ну, потому что неудобно, морозильник требуется и все такое. Да. И вот декабрь месяц, да, вот, то есть я пропил его полгода. Я где-то в марте осознал, что я перестал горстями есть БАДы. Я когда видел БАД, и если так умудрялся его выпить, я прям вот чувствовал, что что-то инородное не нравится. Прям. Я их перестал есть. Я уже 2 года не ем БАДов. Вообще. Ну, я имею в виду витамины, минералы, вот эти. Вот, я перестал есть витамины. Просто перестал есть витамины. Вот это вот факт. Да, это действие. 2 года я не ем витаминов вообще никаких. Потому что в соке все есть. Все есть. Смесь корней и функциональный комплекс – это полноценное питание клеток. Это 28 аминокислот. Все там заменимые, незаменимые. 15 групп минералов, 12 групп витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты омеги. Вот эти. Прекрасно. Там все есть. Но я поняла по действию, что что-то там чудесное, потому что, ну, как бы тоже поняла, что если я болею, то я обычно так не болею, а тут. Вот. Ну, в общем, сами мы знаем, как мы болели. Да, это был декабрь 19, январь 20. Что же произошло дальше? Мы жили в Санкт-Петербурге и смело там все это продавали. Когда нам с Москвы позвонили, сказали, друг мне звонит и говорит, приедь, с тобой хотят поговорить. Друзья наши. 85 лет мужику, вот это действительно старый советский ученый, сказал, Рамиль, говорит, ну, Питер продает больше, чем Москва. А мы московская компания. Ну, говорит, я на самом деле этот аргумент использую, типа, перебирайся в Москву, здесь-то легче, быстрее, лучше, ну, как бы коммуницировать будем. Говорит, не за это хочу. Он говорит, мои ровесники, они вот уходят уже. Говорит, я не боюсь смерти. Говорит, это я могу прямо сейчас, говорит, лет мне 85, но он говорит, я боюсь, что вместе со мной похоронят все мои разработки. Говорит, пожалуйста, выведи их в свет просто. И вот здесь мы основали компанию «Концепция здоровья». Но тогда она была живой продукт, насколько я помню. Живой продукт мы назывались, просто мы не знали, что такая компания уже есть. Это Урбечи, вот да. Вот как. И нам очень нравилось название, мы очень хотели быть живым продуктом, но... Вот. А концепции здоровья мы когда стали выбирать, ну что, мы же концептуально подходим. Концепция здоровья, она рассказывается просто. Что такое концепт изначально? Изначально концепт – это когда вы какую-то мыслеформу понимаете, ну, там, с одного слова, например, весь процесс. Да. А я скажу омлет. Ну, да. И все понятно, откуда взять, из чего делается, как это все приготовить, с чем его есть и что лучше, сахар или соль. Да? Это омлет, все это концепт. Вот у нас здоровье – это тот же самый вот концепт.
А состоит он, ну, это простое, из 5 пальцев, как мы его объясняли. Первое – это позитивный настрой. Правда. А что такое позитивный настрой? Это вот у меня был случай, когда с сахарным диабетом парень 2 раза в день уже кололся, 8 лет страдал, и мы ему не отдаем последнюю иголку инсулина. Ну, и он такой лежит, его больно, ему плохо, и он лежит такой: я здоров, и плачет. Нет, не это позитивный настрой. Позитивный настрой – это когда у человека есть сама идея, что с ним ничего не случится такого плохого. Как я шуточно рассказываю, 2 человека, и у обоих из головы торчит топор. Один говорит: меня убили. Ну, все понятно. А второй говорит: да, ерунда, топор вытащу, зеленочкой помажу, и все пройдет. Вот это позитивный настрой. То есть, что бы с ним ни случилось, он будет жить, он хочет жить, и ему все поможет. А первому случаю, как я говорю, слеза Иисуса не поможет. Ну, ты прав, что главное – это наше, так сказать, психическое состояние и наш настрой. Но, собственно, наше население испугано, люди в стрессе. Как вот быть? Ведь настрой, ну, предположим, хромает. Мы можем помочь какими-нибудь чудесными препаратами? Настрой? Да, у нас... А питание нервной системы, кстати, помогает. Дардау, атака У ясности. нас много препаратов, чтобы да. изменить настрой. Вот. Возьмем просто золото. Кстати, да. Любимое нами Да, золото. Да, нано-золото, я его обожаю. Да. Действует на область головного мозга, отвечающая за высшую нервную деятельность, улучшает настроение, ну и бодрит так. Бодрит. Вообще, действительно, начинать, наверное, нужно с высшей мозговой деятельности, потому что как вы начнете свой день, да, если вы встанете кое-как, да, посмотрите на небо без удовольствия, радости и благодарности, наверное, действительно и день пройдет иначе. Но действительно есть, на все случаи жизни у вас есть ответ. Или есть, может быть, какие-то сферы здоровья, которые вы еще пока не охватили своим продуктом? Давайте мы сейчас концептом охватим. Да? Хорошо. Настрой – это первый пункт. Так. Второй пункт – это движение. Есть такое дело. Кто бы что ни говорил, 2 жидкости в организме. У одного есть мотор, у одной жидкости, да, у второй жидкости мотора нет. Про вторую жидкость вот 1 из 10 знает, а в 9 Ну, мы говорят, говорим а о что лимфе, это? вы это знаете. Да? А сколько лимфы в организме? Когда я спрашиваю, тут вот они уже начинают путаться. А я отвечаю просто столько же, сколько крови. Ну, плюс-минус пол-литра. Ну, да, наверное, так. Плюс-минус пол-литра. Так что же ею движет? Только мышцами. Крыльями Гоняем. помашите, у нас эта селезеночка начинает как поршень качать. Пока Селезенка, диафрагма. Диафрагма, извините. Итак, наша диафрагма запускает ток Да. лимфы по организму. А диафрагма запускает быстрое движение. Да. А наши мышцы ног тоже, на самом деле, Сам- лимфу качают. Самое Поэтому двигаться надо. самое простое упражнение – это машите утром крыльями. Прям встаете и до потолка, чтобы пот со лба пошел. Там минута-2 и Я боюсь взлететь. не страшно. Страшно. Не страшно, а то можно гирьку привязать. То есть Вот, движение. и в душ, да, смываем это все. Это движение. Движение нужно для того, чтобы текла лимфа. Чтобы что-то текло, нужна вода. Вот мне рассказывают, я пью много чая, компоты, что-то еще. Я не пью воду и хорошо себя чувствую. Я говорю, конечно, не пьешь, а в душ ходишь. Вот здесь-то люди в ванной, в душе. А у нас диагностика проходит, и человеку ставят, ну, аппарат показывает, что пьет много воды, в которой много микробов и хлорка. Он говорит, так, стоп, у меня очень дорогой фильтр, у меня чуть ли там не плазма течет. Это неправда. Ванная. Спрашиваю, а что в ванной? А в ванной вода желтая. Вот тебе ответ. Мы как губка из ванны, из душа впитываем. Да. Если мы насыщены водой, то есть правильно ее пьем, а правильно оно простое, 30 грамм на килограмм массы тела в спокойствии или 40 грамм, когда занимаемся спортом или болеем. Согласна. 40 грамм на килограмм массы тела. И правильно ее нужно пить. Ну, интернет кишмя кишит, мы не будем сейчас об этом. Можно найти. Ну, как. соглашусь. Но воду нужно пить правильно и правильную. Вот. Так. А далее мы питаем клетку. И вот здесь секрет всей нашей концепции именно в питании. Дело в том, что самой клетке для того, чтобы осуществлять свою работу, не очень важны витамины, минералы, аминокислоты. Они как бы второстепенны.
Так. Там нужна энергия солнца, вода и кислород. Но вот чтобы она могла родить здоровую клетку, вот здесь очень важны все вот это меню. 28 аминокислот и все, что я перечислил. Витамины, минералы, ферменты, ненасыщенные кислоты. Это все нужно Главное, для того, чтобы чтобы клетка это клетка приняла. могла родить клетку. Вот. Важно ведь не то, что предлагается клетке, а важно то, как она это все будет потреблять. И самое главное, чтобы клетке предлагались природные компоненты для ее развития, потому что на самом деле мы даже энергетически не совместимы с химическими формулами, которые, в общем-то, достаточно их Марина, много вы на рынке. знаете, есть тут такой момент, что нам даже все равно, что хочет клетка. Так. А размер поры клетки от 150 до 200 нанометров. Давайте в метрах разговаривать. Есть метр, дециметр, сантиметр, милли и так далее. Да. Есть нанометр. Так. Да? Ну, просто размер клетки, представляете, в метрах 200 метров. Ну, пусть так. Размер поры, вернее. А размер вещества, который мы туда доставляем, от 2 до 20 нанометров. Или метров, неважно. Где 2 и где 200, в 100 раз. Он просто как футбольный мячик туда проваливается. Прям влетает в эту сетку ворот. Не говоря уж о том, что у нас все натуральное. Ну, это важно. На самом деле химические формулы могут не усваиваться по некоторым другим причинам, да, не будем углубляться в физику, но на самом деле мы действительно с какими-то веществами совместимы, с какими-то нет. Да. Вот это первый момент, да, что вот у нас такой размер частицы. А второй момент — это гомеопатия. У каждого металла есть своя длина волны, у каждого растения, у каждой бактерии, у каждой клетки есть своя длина волны. Да, так и есть. И мы можем считывать эту длину волны и записывать на продукт. Вот как. Наша вся линейка адаптогенов, помимо того, что там химические эти вещества присутствуют, если мы его наполним поролоном, вот возьмем поролон, измельчим, пенопласт, то там есть запись, оно все равно будет работать. То есть вы вторгаетесь в область информационной медицины, которая мне также близка. Да, безусловно. Отчасти так, да? Мы не отчасти, мы этим полностью в совершенстве владеем. Отличная новость, потому что сейчас все больше интереса люди проявляют именно к смежным областям, квантовой физике. Я не удивлюсь, если появится скоро квантовая медицина. И эта тема неизменно вызывает интерес, и правильно, потому что на самом деле мы не только химические, мы еще и физические. И вибрации, слово пугаться его не нужно, оно тоже имеет место быть, и в нашем организме тоже. Абсолютно То есть вы верно. заходите и со стороны химии, и со стороны физики, получается, так? Ой, у нас с нами работают и математики, и физики, и химики, ядерщики всякие, и даже литераторы. Кстати, Выращивая это растения. не так уж странно звучит, потому что если мы заслушаем Рамиля до конца, то мы поймем, о чем Да возьмите речь. нотную грамоту, вот просто нотную. Это же та же длина волны, звук. Танец, такт, если там не 4 такта будет, а 5,5, его никто танцевать не будет и слушать не будет. То есть это все длина волны. Музыка — это тоже То длина есть, волны. музыка, слово, Абсолютно доброе верно. слово, это тоже влияет на то, как растения развиваются и как живое, вообще говоря, развивается и чувствует. Это очень важная вещь, на самом деле, о которой мы все больше и больше будем говорить. В нынешнее время эта тема становится все более популярной. Какие еще тузы в рукаве у вас есть? Не скажу. Ну, Не хорошо. для эфира. Не для эфира. То На есть самом мы деле знаем, много. что есть еще Вообще много. новости. А есть даже будут такие вещи, появляться. которых я не знаю. Потому что есть уровни допуска у ученых. И они мне говорят, тебе лучше этого не знать. Ну, я говорю, ладно. Нет. Ну хорошо, нам, как потребителям, важно понимать, что это работает, что это безопасно, Вот что это доступно. один из козырей, да, возьмем. Мы можем накачать клетку электронами. То есть человек может на Да, солнце чистую энергию. вообще чистейшую. Это как с мобильным телефоном выходишь, а он на 7% заряжен. Не то, чтобы он там страдает, сам ходишь и думаешь, как куда бы его зарядить. А когда наши клетки все заряжены даже на 50%, нашему организму некомфортно. Поэтому, а если не брать продукт, то очень часто, очень много нужно быть на солнце. Просто жить лучше на солнце. Вот очень
То есть в нашей северной стране конечно. лучше бы, конечно, либо заряжаться каким-то образом, Ну, это например, прогулки. от сети, но мы этого делать не умеем, параноедов тоже среди нас нет, поэтому Хотя бы прогулки продукт по концепция улице, здоровья. хотя бы, потому Ну, что понятно. эти все излучения, они через облака проходят, так что не страшно. Зима, Да. это интенсивность может меньше, но она есть. Вот, но мы можем его зарядить чисто физически. У нас есть прекрасный комплекс Да. с огромным зарядом энергии. По сути, с донором электронов. Донор электронов, да.